Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, чем и как кормить поросят, чтобы побыстрее вырастить из них больших свиней, причем потратив при этом минимум корма. Этот вопрос всегда был актуальным, но особенно этот вопрос актуален сейчас, когда корма очень дорогие, и с течением времени они постоянно дорожают. Выращивать поросят в домашних или фермерских условиях, где-то до полусотни, задача очень сложная и хлопотная. А главным показателем эффективности откорма свиней есть показатель расхода корма на 1 кг свинины. То есть, если быть точнее, то эффективность откорма – это количество кормовых единиц, потраченных на получение 1 кг живого веса свиньи. Одна кормовая единица соответствует по питательности 1 кг среднего сухого овса. И все остальные корма приведены к этому показателю. Так проще считать все экономические показатели. Например, кукуруза и соя – это где-то 1,34 кормовых единицы, горох посевной – 1,14, картофель – 0,31, свекла сахарная – 0,24. Если взять кормовую, там будет еще меньше кормовых единиц. Для того, чтобы вырастить свинью до 120-130 килограммов, в промышленных условиях необходимо 3 месяца и около 5 кормовых единиц на 1 килограмм веса. Некоторые продвинутые хозяйства умудряются получить результат и в 4,5 кормовых единицы. Это очень хорошие показатели. Но их можно получить только там, где есть возможность применить современные технологии выращивания свиней. На маленьком поголовье и в неприспособленных условиях это сделать крайне тяжело. Но, тем не менее, даже в таких условиях тоже можно получать хорошие результаты, если использовать современные знания и технологии. Без современных знаний и технологий вы будете выращивать золотых поросят. Не в плане прибыли, а в плане убытков, конечно. Вот настолько это занятие может быть невыгодным, если не подходить к нему правильно. Итак, вы хотите получить максимально возможный результат при выращивании свиней. Что для этого надо? В первую очередь необходимо помнить, что корма в структуре затрат при откорме поросят занимают львиную долю, и это действительно наиболее затратная часть откорма. Но необходимо учитывать и другие очень важные моменты технологии выращивания свиней, без наличия которых вам и даже дармовые корма не помогут. Начинать надо с того, что для откорма надо выбирать поросят с хорошей генетикой и абсолютно здоровых. Это где-то около 30-40% успеха. Как выбрать поросят, я сейчас останавливаться не буду. Об этом я рассказывал в одном из своих предыдущих видеороликов. Кому это интересно или кто не знает, как правильно выбирать поросят, то посмотрите это предыдущее видео. Это действительно очень важный аспект при откорме свиней. Второй очень важный элемент технологии откорма поросят – это создание поросятам максимально комфортных условий содержания и выращивания. Для разных возрастных групп это разные температурные режимы. Понятно, что во всех случаях должны быть соблюдены параметры влажности и вентиляции. Ветеринарные аспекты я пока затрагивать не буду, но если не соблюсти даже то, о чем я сейчас сказал выше, то считайте, что вы при одинаковых затратах вместо 2 поросят вы вырастите только 1 поросенка, а второй поросенок это будут ваши чистые убытки. Вот такие могут быть потери, если не соблюсти эти 2 момента. Это могут быть не просто убытки, а фантастические убытки. Поэтому не делайте всю ставку на успех только на корма. Это важно, это очень важно, но это еще далеко не все. Итак, теперь пойдем дальше. Вы купили для откорма генетически правильных и здоровых поросят и поместили их в комфортный свинарник. И что дальше? А дальше мы вплотную подошли к третьему суперважному элементу технологии выращивания свиней. Это кормление. Я бы советовал вам начать кормление поросят с предстартерного комбикорма. Это лучший вариант. Можно, конечно, кормить поросенка всякими кашками, поджаренными семечками кукурузы или что-то типа того, но это не лучший вариант. Вы потратите уйму времени на подготовку корма, но все равно вы даже и близко не приблизитесь к составу предстартерного комбикорма.
Престартерный комбикорм – это как раз то, что надо для начала успешного и быстрого откорма поросят. Поросята в первые недели и месяцы своей жизни очень быстро растут, и их организм требует очень много различных веществ, витаминов, а также микро- и макроэлементов. Причем эта потребность постоянно меняется в зависимости от возраста, и компоновать состав корма вручную очень сложно. Начало откорма решает дальнейшую продуктивность свиней. Качественный же престартер в своем составе содержит все вещества, необходимые для поросенка, в том числе и сухие компоненты молозива. Молозиво позитивно влияет на развитие кишечного тракта, поддерживает иммунную систему и имеет антибактериальную и пробиотическое действие. Современная же технология производства престартера позволяет сохранить в активном состоянии и компоненты молозива, и все другие биологически активные вещества, которые невозможно сохранить при высокотемпературных режимах приготовления корма. Еще раз обращаю ваше внимание, что престартер сбалансирован по всем питательным веществам, витаминам, микро- и макроэлементам, которые очень сложно скомпоновать в домашних условиях или условиях фермерского хозяйства. Надеюсь, что я вас в этом убедил. Здесь главный момент заключается в том, чтобы купить качественный престартерный комбикорм по максимально приемлемой цене и абсолютно свежий. Минимальную цену вы можете получить, конечно же, у производителя комбикорма. И покупка комбикорма у производителя обезопасит вас от того, что комбикорм может оказаться с истекшими сроками использования. Если купить комбикорм дорого, а тем более с истекшими сроками хранения, то пользы от такого комбикорма не будет никакой. Это уже будут ваши чистые убытки. Это уже будет не комбикорм, а отрава. Ну, если даже и не отрава, то пользы никакой от него точно не будет. В идеале вы должны купить предстартерный комбикорм по цене, как для больших свиноводческих хозяйств. Понятно, что такую цену вам вряд ли удастся получить, но стремиться к этому надо. Например, надо с кем-то скооперироваться и купить комбикорм в складчину. Покупать комбикорм надо только в промышленной упаковке, а не тот, который идет в маленьких пакетиках. Как правило, промышленная упаковка — это 25-килограммовые мешки. Комбикорму, расфасованному в маленькие пакеты, я не доверяю. И никогда не берите комбикорм с мешка, который вскрывали не при вас. Просто если вы возьмете комбикорм через десятые руки и с очень большой наценкой, то всю пользу от него съест переплата. Престартерный комбикорм дается поросятам с 5 по 42 день жизни. Кстати, дача престартерного комбикорма, кроме того, что обеспечит высокие среднесуточные привесы и высокий уровень сохранности молодняка, так еще и обеспечит возможность беспроблемного отъема поросят от свиноматки в возрасте 28 дней. Начиная с 42 по 70 день начинают применять стартовые комбикорма. Эти комбикорма тоже имеют многокомпонентную структуру и содержат несколько источников белка. В состав такого комбикорма входит пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, экструдакт соевый и плюс еще много чего необходимого для поросят. Перечислять все входящие в его состав компоненты — это долго, причем достаточно долго, так как там много всяких составляющих, и скомпоновать такой состав комбикорма вручную, в условиях своего хозяйства, будет очень тяжело. Поэтому я рекомендую стартерный комбикорм покупать на комбикормовом заводе. Состав стартовых кормов оптимально подобран для того, чтобы поросята технологически правильно набирали вес или восстанавливали его на случай болезни. Да, еще момент. При выборе комбикорма, кроме тех двух критериев, о которых я вам уже рассказал, это цена и сроки годности, очень важное значение имеет производитель. Выбирайте корма только у производителя, проверенного временем и с хорошей репутацией. Уже с 70-го дня начинают применять концентраты для начальной стадии откорма, так называемый гроверный комбикорм. Потом на заключительной стадии, это 98-199 день, используют финишный комбикорм. По большому счету рецептуры гроверного и финишного комбикорма
Это смесь белково-витаминных добавок и зерновой смеси в разных соотношениях. Как правило, зерновая группа есть и в хозяйствах. Это пшеница, ячмень, кукуруза, горох. Поэтому комбикорма для этих возрастных групп уже можно компоновать и самостоятельно у себя в хозяйстве. Это будет более выгоднее, чем покупать уже готовые комбикорма. Но на начальных стадиях выращивания поросят я все-таки настоятельно рекомендую вам использовать предстартерные и стартерные комбикорма. Некоторые люди скажут: ну, я не так выращиваю поросят и тоже получаю хороший результат. Зачем такие сложности? Когда поросята маленькие, то готовлю им всякие кашки там, или мешанки, добавляю в корм витамины. А когда поросята немного подрастут, то запариваю им измельченные зерновые с картофелем или свеклой. Занимаюсь дрожжеванием кормов. И зачем мне все эти ваши сложности, в которых и запутаться очень легко? Не спорю. Хороших результатов можно достичь различными путями. Только понятие «хорошие результаты» для меня не совсем понятно. И более того, у многих понимание этого термина свое, который может очень сильно варьировать друг от друга. Помните знаменитую фразу из книги Ильфа и Петрова «12 стульев»? Ну что, отец, а невесты-то в вашем городе есть? Дык, и кому кобыла невеста? Все, больше вопросов не имею. Вот так и с показателем «хорошие результаты». Поэтому самый объективный показатель эффективности от корма и понятие «хорошие результаты» – это затраты денег на производство 1 килограмма живого веса свиньи. И незнание того, что считается хорошим результатом, может привести к тому, а это наблюдается достаточно часто, что можно, например, выбрать поросенка с плохой генетикой, чем-то переболевшим, и кормить его чем попало. И такой поросенок может прожить дней 180, аж до самого убоя. Более того, если в 180 дней он, по вашему мнению, будет весить мало, то его можно еще покормить и забить дней в 360. Только в таком случае затраты на производство 1 килограмма свинины будут не 5-6 кормовых единиц, а значительно больше, например, 15-20. Да и человека-часов на это выращивание пойдет в 2 раза больше. О себестоимости такой продукции вообще говорить не приходится. Она будет просто зашкаливать. Поэтому в данном видео мы рассматриваем самую современную и технологически наиболее выгодную схему откорма свиней, которая позволяет получить максимально высокий экономический результат. В следующих видео мы рассмотрим и другие системы откорма, но подход к откорму свиней, описанный мной сейчас, на мой взгляд, есть наиболее экономически обоснованным и прогрессивным, даже в условиях домашнего или фермерского хозяйства. Это в Советском Союзе свиней держали повсеместно, и все было выгодно, потому что все вокруг было колхозное, а значит, все вокруг мое. То есть можно было бесконтрольно за небольшую плату, например, за бутылку самогона, достать несколько мешков комбикорма или измельченного зерна. При такой ситуации, конечно, никто никогда эти кормовые единицы и не считал. Да даже и во многих случаях вообще и не догадывались даже об их существовании. Сейчас колхоза уже нет, и корма надо покупать за деньги. Ну, разве что за редким исключением. А значит, надо обязательно считать экономическую целесообразность. Очень многие люди из-за дороговизны кормов перестали заниматься откормом свиней. Но, обладая знаниями и желанием заниматься этим делом, возможно, тем не менее, получать высокие и хорошие результаты. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим поросятам, и до новых встреч!